Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить очень вкусный, мягкий, с насыщенным шоколадным вкусом, в меру сладкий, вкусный шоколадный торт. Торт готовится из доступных продуктов легко и просто. Ингредиенты рассчитаны на торт диаметром 19 см, высотой 6 см и весом килограмм 200 грамм. Давайте приготовим. Пирог готовится очень быстро, поэтому сразу надо включить духовку нагреваться до 200 градусов. В чаше смешаем 200 грамм или 10 столовых ложек просеянной пшеничной муки, 40 грамм или 4 столовые ложки просеянного какао, 160 грамм или 8 столовых ложек сахара, 10 грамм или 1 с горкой чайную ложку соды, 1/3 чайной ложки соли. Перемешиваем венчиком до однородного состояния. В сухую смесь выливаем 65 грамм или 7 столовых ложек растительного масла. Это примерно 1/3 стакана объемом 250 мл. И 250 грамм воды комнатной температуры. Перемешиваем венчиком до однородного состояния. В конце добавляем 12 грамм или 1 столовую ложку столового 9% уксуса. Перемешиваем до однородного состояния. Соберем тесто со стенки. Вот такое тесто получается. Выпекать пирог я буду в разъемной форме. Формировать торт можно как в форме, так и без нее, но мне больше нравится формировать в форме, тогда торт получается более ровным. Буду выпекать в разъемной форме диаметром 18 см. Дно формы я застелила пергаментной бумагой, бока формы ничем смазывать не надо. Выливаем тесто в форму, разравниваем. Убираем выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 45-50 минут. У меня пирог выпекался 47 минут, но вы смотрите по своей духовке. Время выпечки зависит от размера формы, в которой вы будете выпекать, и температуры в духовке. Готовность пирога проверяем деревянной шпажкой. Прокалываем, если она выходит сухая, значит пирог готов. Вынимаем пирог из духовки и даем ему остыть в форме минут 15-20. Далее аккуратно пройдем ножом по краю формы. Освобождаем от формы. Переворачиваем верхней стороной на решетку. Снимаем пергаментную бумагу, на которой пирог выпекался, и в таком виде даем ему остыть до комнатной температуры. Остывший пирог заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник на 5-6 часов, а лучше на ночь. Если у вас нет времени, чтобы пирог отлежался в холодильнике, то когда он остынет, его можно разрезать на коржи сразу. Он может больше крошиться, но на вкус это не повлияет. Приготовим крем-глазурь. В чашу выливаем 100 грамм воды комнатной температуры. Высыпаем 80 грамм или 4 столовые ложки сахара. Добавляем щепотку соли. Перемешаем блендером, чтобы сахар и соль полностью растворились. Вливаем 190 грамм или 1 неполный стакан объемом 250 мл растительного масла без запаха. Взбиваем блендером примерно 2 минуты. Масса немного загустеет и станет белой. Добавляем 40 грамм или 4 столовые ложки просеянного какао. Взбьем блендером до однородного состояния примерно 1 минуту. Шоколадная паста станет густой. 100 грамм обжаренного арахиса измельчим в блендере. Можно брать соленый арахис. Арахис можно заменить на орехи, которые вы любите. Добавляем арахис в шоколадную пасту. Взбиваем блендером до однородного состояния. Шоколадно-ореховая паста готова. Мы ее будем использовать как крем-глазурь для нашего торта. Но также ее можно готовить и просто так, и использовать как намазку на хлеб или в качестве начинки для рулетов и блинов. У пирога срезаем шапку. Срезанной шапкой и орехами мы в конце украсим торт. Разрезаем пирог на 3 коржа. Я прорезаю контур по краю, в разрез вставляю нить и нитью разрезаю пирог. Структура коржей пористая, они мягкие и влажные, дополнительно пропитывать коржи не надо. Пирог вкусный и сам по себе, но также на основе этого пирога можно приготовить очень вкусный постный торт с муссовым фруктовым кремом. Выкладываем первый корж на тарелку. Устанавливаем разъемное кольцо с ацетатной пленкой.
Делим крем примерно на 4 части, так, чтобы каждый корж покрыть кремом и оставить крем для того, чтобы промазать бок торта. Выкладываем на нижний корж 1/4 часть крема, равномерно разравниваем. Накрываем вторым коржом. Слегка придавливаем. Покрываем кремом. Накрываем третьим коржом. Слегка придавливаем. Покрываем кремом. Накрываем торт пищевой пленкой и убираем в холодильник на 3-4 часа. Я обычно убираю на ночь. Для обсыпки торта измельчим в блендере 25 грамм арахиса и 25 грамм срезанной шапки от коржа. Готовый торт достаем из холодильника, снимаем форму и пленку. Промазываем бок торта оставшимся кремом. И украсим приготовленной крошкой торт. Вот такой торт получился. Торт очень вкусный, насыщенно шоколадный. Прекрасно подойдет как для домашнего чаепития, так и для праздничного стола. Готовится легко, советую вам его приготовить. Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.